Кету в Накшатре Утра-Пхалгуни и прошлая жизнь. 12-я Накшатра Утра-Пхалгуни расположена в знаках Лев и Дева. Планетарный владыка – Солнце, главенствующее божество. Арьяман – один из 12 Адити, символ Накшатры – задние ножки кровати. Главенствующее божество Арьяман дает богатство, объединяет людей, дарует брачного партнера и сопровождает брачные пары на свадьбе. Планетарный владыка – Солнце. Накшатра связана с воздействием Солнца на материальный мир и с процессом организации материального мира. В Утра-Пхалгуни солнечное начало при помощи Меркурия принимает форму интеллекта. Утра-Пхалгуни всецело посвящена объединению души и интеллекта. Накшатра олицетворяет египетского сфинкса, являющего символом гармонизации энергии льва и девы. Символ задней ножки кровати связывают данную накшатру со второй половиной сиесты, когда человек мысленно выходит из состояния покоя и готовится к работе. Здесь уже происходит созерцание, размышление, или когда человек, лежа на диване, разговаривает, читает, пишет, почует или занимается сексом. Животным накшатры является бык. Какое бы препятствие ни стояло перед ним, он бежит вперед. Быки, как известно, чрезвычайно агрессивны и конкурентоспособны. Быкам предоставлена свобода бродить по улицам Индии благодаря их божественной связи с Шивой и его быком Нанди. Людям с данной накшатрой могут нравиться спортивные команды, имеющие символ быка, либо им нравится посещать места или рестораны с символикой этого животного. В прошлой жизни человек родился во влиятельной и уважаемой семье. Имел хорошие физические данные, выразительные глаза, высокий рост, крупный нос, родинку на шее и красноватый цвет лица. Его температура тела всегда была чуть выше нормы. Был страстным, динамичным, независимым. Рассчитывал только на себя и был подвержен к рискованным поступкам. Занимался благотворительностью, был благочестивым и милосердным. Был магистром в искусстве, обладая художественными талантами. Имея острый интеллект и амбиции, достигал успеха, популярности и положения в обществе. Обретя признание, имя и власть, он наслаждался комфортом и чувствовал себя счастливым со своими друзьями. Был посредником в установлении прочных отношений и привязанности. С радостью становился другом жениха и помогал в организации свадебных церемоний. Был великим дипломатом, говорящим о соблюдении контрактов. Не вмешивался в любовь и в партнерство своих друзей. Но, обладая чувством собственного достоинства и лидерскими качествами, мог быть эгоистичным, упрямым, иметь склонность командовать. Был вовлечен в политику или в религию. И так как иногда был слеп по отношению к себе, к своим привычкам, не до конца вникая в смысл происходящего, то нуждался в мудром наставнике в жизни. Он уважительно относился к людям, обладающим знаниями. Отец был выдающейся личностью, и финансовую поддержку мог получать и от отца, и от правительства. У него был красивый, заметный диван в его доме, на котором он любил общаться и спать. Ему нравилась тема еды, диет. Очень трепетно относился к соли. Его еда не должна была быть пересолена, мог есть в полночь в постели. Считал важным оставить отзыв после путешествия об отеле или каком-то другом аспекте путешествия, не говоря уже о посещении ресторанов. Так проявлялась его готовность служить и информировать общество, полагая, что это будет полезно для других людей. Он исследовал и делился информацией, и в большинстве случаев это была критика с его стороны, где он разоблачал неблагоприятные детали, которые попадались ему на глаза. Был очень привлекательным для женщин. Процветание в его жизни произошло благодаря его крепкому и гармоничному браку и обеспеченной спутнице. Был благословен преданной женой, поддерживал супругу, становился наставником и вместе с супругой формировал деловые отношения, которые могли перерасти в созависимые и в склонность забывать о своих личных потребностях. После смерти супруги получил большое наследство. Ему нравились быки, был очарован корридой, матадорами и любил посещать Испанию. Его привлекало фермерское хозяйство и разведение коров. Обожал солнечную погоду и получал радость от солнечных лучей. Мог практиковать йогические практики, связанные с солнцем. Враги этого человека были тихими, мирными и подавленными, так как они признавали его величие, знание, что было неоспоримо,
и со временем враги становились его друзьями. Люди, рожденные в Утра-Пхалгуни, самостоятельные, независимые и пытаются создать свой собственный путь в обществе. Эта накшатра может иметь жесткую и суровую энергию, но в конечном итоге эта интенсивность приносит честь, доброжелательность и результат. Утра-Пхалгуни – звезда покровительства и дружбы. Лечебные средства – всегда придерживаться своих обязательств, никогда не вмешиваться в брак или партнерство другого человека, не распространять слухи, не разрушать брак, не позорить этими вещами энергию союза, чтить энергию партнерства, помогать своим друзьям в организации свадебных мероприятий, так как это все подпитывающие энергии для человека, который помогает двум душам соединиться вместе. Одним из важных средств для Утра-Пхалгуни является пребывание на сцене или на трибуне в жизни, что поможет повысить свой статус. Также разместить статуэтку быка Нанди в юго-западном направлении в своем доме. Это поможет в бизнесе и в работе. Профессии, дипломаты, работники медиа и развлекательной индустрии, лидеры и публичные фигуры, занимающие высокое положение, брачные консультанты, священники, менеджеры, банкиры, советники в любых областях.